Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Сейчас я нахожусь в Красноярске. Я решил подняться на такую возвышенность, где расположена часовня, которая изображена на нашей 10-рублевой купюре. И здесь я хотел бы показать вам вид на город. Отсюда открывается замечательный вид. Те, кто смотрит видео на YouTube, может это лицезреть. А сегодня у нас тоже будет выпуск с гостем. Пару недель назад я записал разговор, интервью с моей подругой из Волгограда, а сейчас из Москвы, Любой. Люба, привет. Люба дизайнер, и когда я думал, с кем мне поговорить из интересных людей, я вспомнил про Любу. Можно же поговорить с Любой, ведь она занимается дизайном. Мне эта тема интересна. Думаю, кому-то из вас тоже. Вообще, в рамках этого проекта я стараюсь говорить на разные темы, чтобы и вам, и мне не было скучно, ну и чтобы вы учили слова из разных тем. Ну и прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить, что поддержать проект вы можете на Boosty и на Патреоне. За это вы получаете доступ к транскрипциям. Сейчас я проработал, переосмыслил PDF-файлы, которые я подготавливаю, я сделал их более читабельными. Я добавил словарь. Здесь буду и дальше продолжать это делать. Ну и как-то причесал, сделал более приятным дизайн. И фит его amazing. Amazing на всех. Ну и также на Boosty и теперь на Патреоне вы найдете абонементы на уроки. Если вы хотите практиковать говорение на русском 2 раза в неделю или раз в неделю, то вы можете там записаться на занятия. И все, вам придет ссылочка, вы запишетесь на занятия, и мы будем с вами говорить на русском регулярно. Ну и также хотел сказать, что я сейчас активно изучаю турецкий язык. Весь процесс я выкладываю в Телеграме у себя, ссылка тоже будет в описании. И в целом о том, как я учу языки, у меня есть отдельный блог, тоже на Boosty. Заходите. Приятного прослушивания. Запись вроде идет. Да, идет. Все. Отлично. Люба, привет. Или Любовь, как тебе больше Привет. нравится? Можно Люба? Люба, хорошо. А как у тебя дела? Как настроение? У меня отлично, потому что сегодня рабочий день. Вот. И все, что я сегодня буду делать, это болтать с тобой. Угу. А ты где сейчас? Я в Москве. В Москве. Ты в Москве теперь живешь? Да я, в принципе, тут и жила. Когда мы с тобой виделись, я была просто дома на каникулах. Ага. Давно в Москве живешь? Наверное, уже 4-й год. Да. Да, в этом году будет 4 года. Угу. Учиться переехала, да, или работать? Я переехала работать. Учебу я бросила. Угу. Понятно. В общем, введу в курс дела наших слушателей. Мы с Любой познакомились, когда я начал свой небольшой проект, когда я писал про языки. Люба подписалась. Ну, про то, как учить языки, да, Люба подписалась. И там я устроил такой розыгрыш, да, то есть призом было то, что я приезжаю в город подписчика. И Люба была победительницей, она выиграла этот замечательный приз, и я приехал в Волгоград, в родной город Любы, и мы встретились, поболтали. Я тогда узнал, что Люба дизайнер, ну и, в принципе, потом в Инстаграме. И когда я думал, кого бы мне интересного позвать, один из первых людей это была ты. Окей. Ну, кстати, хочешь, я тебе расскажу интересный факт, что я тебя знала еще задолго до того, как я на тебя подписалась в Инстаграме. Вот, то есть я достаточно давно, наверное, следила за каналом. Вот, и я думаю, что мы были одни вот из тех людей, которые вот в изучении языков использовали тогда Интерполс. Вот. И я помню, что я тебя узнала через Тобиаса. Я думаю, ты его помнишь. Да, вот, и то есть я тогда просто зашла без какой-то задней мысли в Инстаграм подписаться, думаю, окей, он, оказывается, есть не только на Ютубе, я помню, что ты подписался обратно. Вот, и когда я участвовала тогда в этом конкурсе, вот, я почему-то знала, что выпадет Волгоград, то есть я прям знала. Ничего вот, себе. Я когда все это, ну, и когда увидела, думаю, вот, если я сейчас это сделаю, точно выпадет Волгоград, вот. А что нам надо было сделать, я уже не помню. Слушай, я помню, что нужно было быть подписанным и просто написать подписанным на твой Boosty, вот, и нужно что-то отправить было в Инстаграм. Город, наверное, город просто написать. Вот, да, город, и было всего 8, что ли, городов, и я такой думаю, ну все, 100% будет Волгоград. Там ну, был так еще случилось. Магнитогорск,
я не попал в Магнитогорск. А в Волгограде, кстати, я вот уже приехал, это моя вторая поездка была, и это мне там очень понравилось. Вообще я там раза 3, наверное, был, 2 или 3 раза, и мне очень нравится этот город. Я помню, потому что ты такой, ну, я уже тут был. Я думаю, вот блин, а. Он, наверное, хотел поехать куда-то в другой город, в котором он еще не был, а тут Волгоград опять выпадает, вот. Но прикольно, что так вышло. Я прям помню вот это, что-то, та эта поездка или не та была, но там есть такое место, Сталинград, кофейня. Помнишь? Нет, кофейню в Сталинград не помню. А, кофейня Сталинград, там еще такая стилистика французской станции метро, у них тоже станция Сталинград в Париже. И, ну, она такая простенькая, но там прикольное место, именно на улице, терраса, столики, столы, там сидишь, там мало машин, солнце вот это греет тебя, то есть весна, вообще супер. А я жила там 20 лет, и я не знаю этого места. Придется возвращаться, да, и теперь искать, потому что я первый раз это слышу. Вот. Расскажи вообще, дополни, может, что-то о себе, что будет интересно узнать. Что будет интересно? Ну, наверное, расскажу так. Вообще, почему я занимаюсь дизайном, да, потому что я тут пришла сюда как дизайнер. Вот. Вообще, я когда заканчивала школу, я поняла, что я просто в этой жизни больше ничего не умею. Мгм. Ну, то есть, и, скорее всего, больше ничему не научусь, вот, потому что я вроде бы и не технарь, и вроде бы не гуманитарий. И я пошла в университет, такая думаю, все, буду дизайнером. И где-то посередине учебы, посередине там первого года я понимаю, что я не хочу учиться, я просто не могу учиться, я, короче, не умею, ну, у меня усидчивости не хватает ни на что. Вот, и я бросаю университет один, перевожусь в другой, думаю, ну все, а потом перееду в Москву. И вообще перестаю заниматься дизайном, то есть 1.5 года. И после этого все учусь в универе, понимая, что я не могу себя все еще заставить учиться. Я бросаю второй универ. Да, моя семья в шоке, все в шоке. И вот в этот момент я как раз-таки переезжаю в Москву, да, и уже смиряюсь с тем, что, в принципе, все, что я в своей жизни знаю, я учила не в школе, не в университете, то есть не на курсах, не с преподавателями, а сама. То есть мне так круче, легче, понятнее, и как бы это до сих пор продолжается. Вот такой вот интересный факт. Окей, раз мы начали про дизайн говорить, смотри, у тебя это с самого детства было? Вот этот вот дизайн, он с чего вообще начинается? С рисования, с каких-то идей? Откуда это? Я думаю, что да, очень часто, конечно, путают, да, что дизайнеры — это художники, а художники — это дизайнеры, вот, но и это была правда, я рисовала с самого детства, я как бы нарисовала в 3 года какую-то невероятную елку, которая повергла в шок всех взрослых, и они решили, что я буду художником. Мгм. Вот, и с того момента жизни меня там таскали по художественным школам, по кружкам, которые я тоже ненавидела. Вот, мой диплом художественной школы лежал еще 3 года после моего выпуска, потому что я просто не хотела туда возвращаться, я все время пропускала, такая трошница была, вот, но да, то есть я рисовала, я, видимо, была какая-то супер творческая, хотя я этого не помню, вот, и да, оттуда все и пошло, и как-то это вот засело в голове, и потом я поняла, что свобода, да, к которой я привыкла, да, что я не могу сидеть в школе, я не могу там сидеть в университете, да, то есть ее мне сможет обеспечить только вот такая вот деятельность. Вот, поэтому я просто в ловушке. Мгм. А поступала в университет на какое направление? Дизайн прям или... Да, оба направления были дизайн. То есть уже тогда был дизайн у нас, да? Я понимала, что вот нет ничего другого, чем я, во-первых, хочу заниматься и чем я могу заниматься. То есть у меня как будто вот не было этого выбора. Был выбор только идти самому, да, то есть по этому пути, либо пытаться делать это через вуз. Вот, но через вуз у меня не получилось, но я пыталась. Не, я имею в виду то, что у нас в ВУЗе преподают дизайн уже, да? Да, достаточно давно, но преподают очень плохо, очень, знаешь, так по-советски немножко. Вот, поэтому, да, если вдруг кто-то думает туда идти, то я не советую, да, ходить в государственное учреждение вот именно за этой специальностью. Там точно нечего делать. Мгм. Ну, то есть там вас обучают каким-то программам, наверное, базовым или чему?
Вот как раз-таки нет. Что интересно, нас не обучали программам, из-за чего я устроила вообще большущий скандал. А на кафедре я пришла прям к ректору и говорю, почему нам не дают работать в программах. Там была супер строгая преподша, которая говорила, что мы будем делать только то, что она скажет. Вот. И ректор пожимал плечами, что вот, мол, вот такая вот у нас учебная программа, и я просто в тот же момент, в тот же день я такая, все, я тогда подаю документы на отчисление. Вот, то есть просто... этот дизайн, вот ради дизайна в университете, знаешь, название ради названия, а дизайна там, к сожалению, совершенно ничего нет. Ну, понятно, да, то есть что-то такое консервативное, и то же самое касается программирования. Часто люди сами обучаются более успешно и как-то получают более актуальные навыки, чем окончив универ. Да, но потому что это направления, которые очень быстро развиваются, настолько, что, к сожалению, любая программа вообще частного вуза, государственного, она просто не успеет, да, то есть пока она будет одобрена, пока она будет снова пересобрана, там уже все изменится. Мы уже улетим на 100 лет вперед, да, как бы, а программа еще старая. Поэтому, к сожалению, ни у кого не получится ее догнать. Угу. Ну, ясно. А что для тебя дизайн вообще? Это именно создание визуала какого-то или, в принципе, создание всего? То есть творчество и дизайн — это одно и то же? Я бы сказала, что, наверное, нет, Угу. потому что дизайн все-таки это больше про структуру, про понятность, да, про удобство. Неважно, дизайн чего это, журнала или, знаешь, там, не знаю, дизайн мебели, да, то есть мы, прежде всего, важна функция, Да. а не Красота. свойства. Вот, да, поэтому красота уже, она часть этого, да, то есть, но она должна все-таки происходить из функций, да, поэтому это самое важное, это вот почему люди очень часто путают, что дизайн — это такое искусство, вы там все рисуете, да, там, то есть летаете в облаках, то есть это неправда. Когда у тебя что-то красивое, но не функциональное, оно просто не работает. Вот, поэтому, да. Но, безусловно, часть искусства в этом есть. Ну, я у Лебедева, на самом деле, чуть-чуть больше начал понимать, что такое дизайн. Вот он как-то это подает, что дизайн — это решение проблем, в принципе. Это не просто нарисовать логотип, это увеличить продажи, например, это сделать более понятным, удобным, ну, то есть просто качественно лучше сделать все, что бы то ни было, да, там, логотип, не знаю, забор, школу, личный бренд, наверное, тоже это касается личного бренда, ну, то есть все как-то упорядочить и упаковать красиво. Искусство порядка. Вот, я бы так, наверное, даже назвала. Да, А как ты учишься своему дизайну? То есть ты какие-то книги читаешь, просмотришь на красивые работы? Слушай, с книгами та же история, да, то есть пока книга будет написана, одобрена, выпущена, то есть, да, мы опять улетаем вперед. Книги, если мы говорим о книгах, это какие-то прям базовые такие вещи, да, супер фундаментальные, как цвет или там форма или типографика, и то, да, даже они сейчас уже совершенно по-другому работают в нашем мире, вот, поэтому тут, скорее всего, нужно быть просто в теме и следить, да, за, так скажем, трендсеттерами вообще, да, не могу сказать, что за трендами, да, следить вообще просто за положением дел на рынке, вот, безусловно, постоянно учиться, то есть это как раз-таки, да, такая же сфера, как IT, где нужно постоянно учиться, то есть ты не можешь остановиться, нельзя взять и на год просто забыть об этом, потому что я так делала, это ни к чему хорошему не привело, вот, я поняла, что реально останавливаться нельзя, и это, знаешь, я поэтому не училась в универе, потому что я понимала, что мне придется учиться, скорее всего, всю жизнь, вот, и я не хочу там эти 4 года, да, тратить на что-то бесполезное, вот, да, то есть, и поэтому, безусловно, это хотеть учиться другим, да, то есть, если, несмотря на то, что ты делаешь это без универа, да, то есть, ты якобы один, ни в коем случае нельзя изолироваться, вот, это тоже была проблема как раз-таки в пандемии, нельзя изолироваться, нужно общаться с коллегами, нужно ходить к ним учиться, да, то есть постоянно такое развитие, и об этом не забывать, вот. Ты сказала про трендсеттеров, а кто это? Это какие-то компании, архитектурные бюро, ну там дизайн-бюро? Вообще, да, то есть обычно есть прям вот такие большие игроки, да, на рынке. Kanye West, например, он трендсеттер?
Я думаю, что в каком-то смысле, да, вот, просто нужно понимать, в каком, во-первых, ты работаешь стиле, да, потому что, несмотря на то, что, да, есть какие-то у нас, есть у всех разные фишки, да, то есть для разных рынков они по-разному работают, да, ты просто в этом купаешься, вообще смотришь на общий, куда вообще едет визуальный язык, да, чтобы не отставать, не устаревать, вот, но также я, знаешь, я не хочу там говорить, вот, нужно смотреть на Лебедева, нужно смотреть на вот это агентство, вот это, потому что для каждого это свое. Кому-то Лебедев не нравится совершенно, да, то есть там вот ты за ним следишь, да, то есть мне он, в принципе, тоже импонирует, но как раз-таки вот Лебедева можно назвать таковым, потому что он как раз-таки этот тренд создает, да, то есть те же нейросети, да, какие-то непонятные супер логотипы, кто-то назовет это баловством или игрой, да, но мы не можем отрицать того, что как бы, да, это работает и на узнаваемость, и бренда, и вообще и самого Лебедева, да, то есть это, если это круто работает, значит, хороший дизайн. Ну да. Ну, кто не знает, кто слушает из иностранцев, Артемий Лебедев — это дизайнер, наверное, у него самая крупная компания в России по дизайну, студия Артемия Лебедева, и да, ну, плюс он там видео снимает, но он, во-первых, бросаются в глаза его шрифты всегда, то есть такие в стиле Times New Roman, стандарт какой-то, без всяких там заморочек, и вот это новое его направление, абсурдный дизайн, который нужен просто для того, чтобы вызывать эмоции, да, чтобы люди запоминали, ну, типа, блин, это может нарисовать там каждый ребенок, и за счет этого люди такие как-то, ну, эмоционируют и запоминают эти работы. Ну, то есть, если бы он делал какие-то выверенные там идеальные работы, скучные, то, ну, очередная хорошая работа. Он делает что-то такое кричащее, не знаю, вызывающее эмоции. Ну, не он, а вся его компания. Ну да, потому что, но знаешь, они все же делают это под его именем, потому что тут очень важно не разделять. Представь, если любой другой просто какой-то рядовой дизайнер сделает точно такое же, да, то есть, скорее всего, его за это никто по голове не погладит. Вот, что интересно, да, круто, да, что это работает так имя. Да, и насчет вспоминаемости, это очень классная, кстати, классная штука, что вот хороший дизайн можно вообще увидеть именно потому, как ты, если ты его запомнил. Вот помнишь, короче, конфликт с «Вкусной точка», когда вышел новый логотип? Да-да-да. Да, то есть люди, вот, да почему, есть же столько дизайнеров, можно было обратиться в агентство, появилось много... Название, скорее, или про логотип именно? Именно про логотип, появилось много вариантов, да, то есть они работают, в принципе, вместе, да, то есть появилось много вариантов, там другие дизайнеры начали делать свои, агентства показывали свои версии, но получилось так, что за счет вот такого дизайна, да, то есть вообще вот всей вот этой истории, то есть даже иностранцы при виде вот этого логотипа, даже без названия, они знают, о чем это. Вот, я хотел сказать об этом, да, то, что они букву «М», ну, типа, казалось бы, «Вкусная точка», там буквы «М» вообще нет. Но «М» оставили как отсылку к Макдональдсу. Вот, да, и да, дело даже не в отсылке. Я помню, что мы шли по городу, да, с мужчиной из Франции, и мы идем, и вывеска висит на улице вообще без каких-либо букв. И он такой: о, это «Вкусная точка». Какой еще логотип вообще настолько... Вот российский логотип настолько популярен за рубежом, что даже иностранец, который вообще не в теме, да, то есть он может сказать, что «о, а это «Вкусная точка». Да, то есть очень мало на самом деле брендов могут похвастаться таким, да, потому что все плюс-минус одинаковые, да, и самое главное — это вот именно вот эта узнаваемость. А как она была достигнута, это уже вопрос другой. На самом деле, вот многие хают название «Вкусная точка», а если бы они назвали «Русбургер» или что-то такое, ну, это скучно, это как копипаст какой-то выглядит дешевый, а они назвали именно по-русски и назвали кринжово отчасти, да, и в этом кринже заключается стремление людей говорить об этом, типа, какой абсурд, какой бред, типа, почему не назвали там «Царь-бургер» или еще какую-нибудь хрень. Например, вот как Stars Coffee, да, вот мне уже кажется, Stars Coffee — это, ну, такое себе, то есть копипаст, какой-то вторичка, а вот «Вкусная точка», ну, уже не так дешево звучит, что ли, не знаю. Да, соглашусь, да, но все. Ну вот я считаю, да, что как раз-таки именно то, как привлекли к этому внимание,
да, то есть, вероятно, на это и была задумка. Мгм. Я надеюсь, что так было. Вот, потому что на самом деле это очень крутой ход, это очень крутой маркетинговый ход. Вот, поэтому если, то есть это реально было так задумано, вызвать именно вот такое внимание, а внимание, оно по сути не важно, негативное или позитивное, да, то есть ты, если его привлек, ты его привлек. Вот, очень часто даже, да, главная эмоция, да, то есть если этот ход вызывает эмоцию, то есть все, ты уже в выигрыше. Да. Вот. А каким образом, это уже дело десятое. Ну да, такая хитрость дизайнерская. А для тех, кто не понял, о чем мы говорим, «Вкусная точка» — это новое название Макдональдса в России, и Stars Coffee — новое название Starbucks в России. Вот, ну логотип, кстати, вот мне не особо нравится Stars Coffee. Тоже какая-то вот бирюзовые вот эти цвета, ну, то есть дешевато выглядит как-то на фоне Старбакса. Я думаю, что они не заморачивались, потому что нужно... Главное было сделать быстро, Мгм. да, то есть если это все, учитывая, какая большая все-таки эта сеть была кофеен, да, то есть это очень много, ну, самих кофеен, вот, и поэтому нужно было сделать очень быстро, да, вероятно, даже это поручили какому-то дизайнеру, кто, может быть, этим никогда и не занимался, Мгм. да, потому что на самом деле это было неважно, то есть насколько быстро ты это все подхватил, да, то есть тоже за это вообще уважаю, кто там это был, Тимати, Мгм. не Тимати, да, кто это все купил, вот, то есть, да, молодцы, очень быстро все как бы справились просто в моменте. Круто, ничего сказать не могу. Да, у меня есть претензии к логотипу как у дизайнера, да, с точки зрения, может быть, симметрии, но кого она волнует, да, как бы, если бизнес сейчас работает, и, как бы, да, узнаваемость вот это есть, все равно, да, они оставили преемственность, что тоже круто, потому что это совершенно другой прием, они оставляют преемственность, все равно у нас отложилась уже эта русалка, да, неважно, в кокошнике она или нет, она у нас есть в подсознании, поэтому мы ее узнаем, да, то есть они оставили похожее название, тоже крутой прием, просто по-другому используемый, вот. Ну, да, в плане того, что они не убили этот бизнес, как бы, да, но как будто могли бы лучше реализовать вот этот ренейминг, или как это называется, переименование. Да, но видишь, тут опять же, как я уже сказала, как бы кто первый встал, того и тапки. Вот, поэтому молодцы, безусловно, можно сделать было лучше, вообще что угодно можно было сделать лучше, да, но сначала, «Вкусная точка» нельзя было сделать лучше. но хотя нужно сделать хотя бы как-то изначально, потому что, к сожалению, да, это как его, перфекционизм, он очень часто нас останавливает, вот. Мгм. Ну и да, можно, в принципе, логотип поменять там через 10 лет. Все равно они меняются уже какое-то время, через какое-то время. И на этом на сегодня все. Это, кстати, первая часть нашего разговора с Любой. Вторая часть выйдет чуть позже. Так что подписывайтесь на YouTube, на подкасты, на Boosty, на Patreon, на Telegram, везде, где хотите. И скоро с вами увидимся. Пока.